Всем большой привет-привет, с вами Лаврентьева Алена, и сегодня у нас в гостях вот такие вот расчудесные пяточки. У нас тут будет все, стержневая мозоль, у нас тут будут огромные трещины, анихолизис и даже анализ обуви. Поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте разбираться и смотреть. Кстати, видео будет очень длинным. В общем, обратилась клиентка вот с таким вот состоянием стоп, и основная жалоба у нее, конечно же, вот такие огромные трещины, причем сейчас они плюс-минус в нормальном каком-то состоянии, обычно они у нее трескаются прямо вот в глубину, до самых, так сказать, недр. Постараемся сегодня не использовать вот эти запрещенные слова, может быть, видео не заблокируют, но это не точно. В общем, что мы имеем? У нас вот на одной ноге есть такой интересный момент. Обратите внимание, что второй пальчик спрятался за третьим, точнее третий залез под второй, а с нашей стороны как будто он спрятался. И также вот на другой ноге у нас есть такая вот дырочка, осталась от мозоли, которую, кстати, уже убирали, но она появляется снова, поэтому сегодня будем пилить. Давайте рассмотрим поближе. Я, кстати, вот это сейчас показываю не просто так. Обратите внимание на такой вот мучнистый, можно сказать, да, налет на стопах и такую вот мелкую сеточку. Просто запомните, мы чуть позже к этому вернемся. А сейчас перейдем к одной из ее ножек. Ножка у нас сейчас в работе получается левая, та самая, на которой второй пальчик прятался за третий. Ну а когда смотришь прямо, то мы понимаем, что второй пальчик у нас выходит и поднимается над всеми остальными. Первое, что должен сделать мастер маникюра и педикюра, он, кстати, должен осмотреть межпальцевое пространство. Этому учат на базовых курсах по педикюру. Вот так осторожно раздвигаем пальчики, смотрим, что же там такое есть. А там, на секундочку, что-то да есть. В общем, если вы обнаружили у вашего клиента или у себя между пальчиков опрелости, язвочки, то есть что-то, что выглядит как нецелая кожа, это означает, что дело не очень хорошее. И нужно бы обратиться к дерматологу, потому что это явный признак грибковой составляющей. Или инфекция, кому как удобнее. В общем, если есть опрелость, это не к добру. И если вы мастер, просто эстетист, то есть человек, который делает красивыми ногти с точки зрения эстетики, то вы можете такого клиента не брать в работу. Но не нужно говорить там уходи, да, из кабинета или что-то такое неприятное. Конечно, нельзя жестко отказывать клиенту, но нужно объяснить человеку, что вот у вас здесь есть вот так, и я просто не имею права с этим работать. Вам необходимо либо пойти к подологу, либо вообще в идеальном мире это обратиться к дерматологу. Вот напишите мне в комментариях, у кого какой процент клиентов, да, вот после этого идет к дерматологу. Мне правда интересно, потому что, к сожалению, у нас, такая немножко другая процентная составляющая по нашим данным. Люди, как бы это грустно ни звучало, они не имеют привычки доходить до врача. Они все надеются, что им решат эти вопросы в кабинете педикюра. Чего они ждут от мастеров-эстетистов, вообще непонятно, потому что мастер-эстетист – это человек, который учился красиво подпилить, красиво покрасить, сделать декоративное покрытие, там, пяточки там в порядок привести, да, условно говоря, среднестатистические ноги. Если же ножки идут сложные, то, конечно, это уже работа для другого специалиста, для мастеров по педикюру, такие с подоуклоном уже у нас история. В общем, вторая нога у нас, она прямо отличается. И это видно невооруженным глазом. Во-первых, второй палец остался на месте, и никаких таких тут изменений нет. Но мы видим, что мизинчик такой интересненький, да, немножко такой сползший по пальчику. И также мы можем наблюдать небольшой анихолизис на большом пальце. О чем нам это говорит? Скорее всего, это следствие того, что обувь у моей клиентки узкая. Скорее всего, она сдавливает ей пальчики, и так как большой палец у нее чуть-чуть вздернут вверх, то есть он поднят, есть вероятность, что пальчики в обуви собираются в кучку и что-то где-то трется, и как следствие мы можем получить вот такого вида травматический анихолизис. Он называется травматический, потому что происходит вследствие какого-то воздействия извне. В данном случае это следствие давления просто обуви. Там чуть позже в конце у нас будет ее обувь и станет очень-очень понятно. Я прям наглядно это прорисую.
Такой анихолизис, по большому счету, зачищать особо смысла нет. Я, кстати, сейчас ей просто стригу ногти, и сам педикюр мы здесь делать не будем. У нас будет задача поработать с трещинами, просто убираем длину, ну, чтобы она ей не мешала заодно, как говорится. Вот, и зачищать этот анихолизис смысла особо нет, потому что если мы не устраним причину его возникновения, то можно хоть обчиститься. Он все время будет появляться на том же месте или просто тупо не будет прирастать. Если вам интересно, как я зачищаю анихолизис, то, наверное, один из моих любимых способов – это использование небольшого твердосплавного шарика. Я, кстати, все инструменты, которые использую, вывожу на экран в виде таких картинок. Я надеюсь, что это заметно, я очень стараюсь. И по возможности ссылки, которые я имею право оставить, я оставляю. Когда я говорю «имею право», я говорю про закон о рекламе. К сожалению, сейчас вот не на все можно оставить ссылочки, только на то, на что разрешено законом. Ну, в общем, сейчас могу оставлю. Здесь у нас и пряморежущий от Nippon Nippers, и фрезы от Biotech Magic Beads. Я надеюсь, что вам это будет удобно. В общем, так как у нашей клиентки обувь узковатая, и она ей давит, у нее появляется вот эта небольшая пустота. Мы ее сейчас обязательно почистим, потому что она переживала, нет ли там что в этой пустоте и так далее. Но, естественно, я не врач, я не могу на глаз определить, есть у нее там что-то или нет. Но я, безусловно, могу порекомендовать обратиться к врачу-дерматологу и сдать в лаборатории анализы, потому что выяснить это определенно нужно, и нужно знать, с чем ты имеешь дело. Вот, кстати говоря, по поводу опрелостей. Обратите внимание, вот я здесь показываю, вроде бы видно, пальчики не очень хорошо растопыриваются, но опрелость выглядит вот таким вот образом. То есть там такая размахристая, расслоенная какая-то кожа, чуть-чуть красновато. Я сейчас ей объясняю, что пальчики у нее находятся в собранном состоянии из-за узкой обуви, и это может вызывать как раз-таки опрелость, которая может являться хорошей средой для развития какой-нибудь неприятной неприятности. Здесь я объясняю, где у нее должны на самом деле находиться пальчики, а также важно клиенту объяснить, что такое гигиена ног. Ну, не то, чтобы они ноги не моют, они просто не знают, большинство не знают. Вот напишите в комментариях, кто был не в курсе, что на самом деле между пальчиков надо вытирать полотенцем отдельным. То есть вот вы помыли ножки, там приняли душ, и после этого все пространство промеж пальцев надо обязательно вытирать носом. Такая вот история. Ну что, у нас тут началось самое интересное, и это для меня прям вот я люблю, вот просто вот честно, вот прям обожаю, не знаю почему, но это настолько для меня завораживающее зрелище. Я даже сама, когда работаю, пересматриваю так во время монтажа, мне очень нравится обработка стоп. Здесь трещины, они глубокие, это безусловно грустно, но мне так классно, я так люблю это пилить. И сейчас в работе будет много разных способов. Один из способов работы с трещинами является пододиск. У меня он от Nippon Nippers 180 абразива на пенке. Но я не очень люблю именно трещины обрабатывать пододиском. Пододиском я люблю просто обрабатывать стопы. А вот трещины я предпочитаю все-таки обрабатывать именно фрезами. То есть прямо точечно. Можно использовать, например, как я сейчас взяла шарик твердосплавный, можно использовать алмазные фрезы, но лучше, чтобы это были педикюрные капли, например, с синим или зеленым пояском, если таковые имеются. Если нет, то ссылку на них обязательно оставлю. Но я знаю, что есть мастера, которые виртуозно владеют дисками. Просто мне вот, например, как-то оказалось не с руки. Диск классный и быстро счистит вам абсолютно всю поверхность. Сначала с сотом, потом можно 180, если вам не хватает абразивом сработать. А я вам буду достаточно подробно и без лишних вырезаний, с легким ускорением показывать, какое огромное количество здесь трещин находится. И с каждой из них обязательно надо сработать индивидуально. То есть, что такое трещины? Трещины – это вот у нас есть кожа, да, и у нее там может быть, ну вот оно вот так туда проваливается, то есть вот такая вот неровный такой график кривой. И, соответственно, шлифовать ее поверху, убирая просто слой кожи, не имеет никакого смысла. То есть работать поверху колпачком или просто диском, это не сработает. Вы добьетесь только того, что вы полностью сделаете тонкой кожу, да, до состояния розовой попки младенца, а внутри у вас останется сухая кожа в этой трещине. Поэтому зачищают трещину через раскрытие. То есть нам нужно ее вот эти вот границы максимально снивелировать. Потому что чем суше кожа, тем больше
риск того, что эта трещина от большого количества сухой кожи, она треснет прямо туда вовнутрь до мяса. И это вообще такая неприятная себе история, потому что, во-первых, ранка, она открытая, и, конечно, туда может что-то попасть, а во-вторых, это достаточно неприятно в эксплуатации ног, то есть ты ходишь, и тебе прям так больненько получается, поэтому будем зачищать. Причем важно, если вдруг вы начинающий мастер, я знаю, что такие меня смотрят. Во-первых, то, что я показываю, не является руководством к действию. Это важно. Это не обучающий материал, это материал демонстрационный. Для того, чтобы делать педикюр, маникюр и любые другие услуги, надо обязательно пройти обучение. Но если вы все-таки это смотрите, я вас очень прошу, при зачистке трещин, каких-то вот сильных таких натоптышей, то есть большого количества скопления кожи, кератозы, не надо счищать вообще все. Важно оставить процентов 30 хотя бы, окей, потому что, сейчас, секундочку, извините, видео длинное, тут что-то срочно зачесалось. То есть почему надо оставить хотя бы процентов 30, потому что иначе человек просто не сможет после этого ходить. То есть вот представьте, вот у него такая была корка кожи, а вы раз так все срезали, и там абсолютно новая, чистая, молодая розовая кожица. Конечно, она просто потом у вас после этого лежать будет, и еще вам потом достанется и попадет, что вы ей сделали слишком глубокий педикюр. Я, кстати, вот эту пятку, что хотела сказать, эту пятку я сейчас пилила без каких-либо вспомогательных средств. И вот тут я просто использую антисептик, чтобы протереть пыль. Показываю, как это выглядит. То есть я на самом деле не особо ее спилила. Там еще осталось очень так много сухой, грубой кожи, которую нужно дообработать. И я сейчас продолжу это делать и уже нанесу туда жидкое лезвие. Это самый такой простой, наверное, популярный, сейчас, секундочку, простите, в таких условиях озвучу. Самый простой, популярный кератолитик, который есть, это жидкое лезвие от торговой марки Domix. Я думаю, что его очень многие знают, оно прям есть на ВБ, везде есть в доступе. И я хочу сказать, что простое, но очень такое действенное средство. Просто попшикал, и все будет работать. Потому что все-таки без него, я хотела снять для сравнения 2 пятки, но я поняла, что пилить будут просто до послезавтра, наверное. Поэтому я все-таки решила изменить стратегию съемки и беру сейчас жидкое лезвие для того, чтобы, вот оно, кстати, да, размягчить кожу и уже нормально обработать стопу. Потому что то количество сухой кожи, которое там есть, можно пилить, и оно вообще какое-то безлимитное, оно не заканчивается. Человек пришел именно с запросом на то, чтобы это убрать. Вот мы сейчас наносим, оно так слегка пенится совсем немного, и нужно буквально пару-тройку минут подождать, то есть, из серии, пока вы убираете флакон, берете там какие-то салфетки или там достаете под диск, у вас это все уже будет готово к работе. Вот, и сейчас можно наблюдать то, как кожа достаточно легко у нас будет отлетать, то есть она будет отлетать совсем другими фракциями. Я надеюсь, что это видно, что они такие более крупненькие. Но, тем не менее, важно здесь не перестараться. Еще раз говорю, если вдруг вы спилите вообще все до конца, клиент вам точно спасибо не скажет. И потом вы еще разочаруетесь в своем педикюре. Просто важно соблюдать везде технологию. Я, кстати, хочу сказать, что снимать пятки очень сложно. Я тут снимала при ассистировании Антона. И если кому-то интересно, да, модель у меня лежала в этот момент на животике. Мы раскладываем кресло прямо вот в лежачее состояние и кладем модель, потому что иначе пятки просто не снять. И тем не менее, даже тут мне пришлось звать Антона, чтобы он мне помог. Я очень сильно хотела показать эти трещины во всей красе. Было крайне тяжело. Я пилила правой рукой, левой рукой, разве что ногой не попробовала, потому что никак не получалось именно показать. Напишите в комментариях, насколько хорошо вообще видно и понятно, что же я такое делаю. Вот, кстати, сейчас через легкий нажим с помощью одной руки я спокойно добираюсь до трещинки. То есть вот так слегка сжимая кожу, я трещину подраскрываю и имею возможность с помощью фрезы добраться как раз-таки до внутренних сухих вот этих границ. И посмотрите, как трещинки выглядят уже вот на данном этапе. То есть сейчас это уже заметно, что мало осталось сухой кожи, уже заметно, что трещина раскрыта, и дальше будет результат уже такой достаточно симпатичный. Но, опять-таки, возвращаясь к причинно-следственным связям, у нас вот в этом мире все абсолютно логично и все закономерно. То есть надо всегда думать, почему клиент пришел в эту точку.
То есть вот к вам пришел человек с запросом, да, у меня сухие пятки, у меня трескается. Нельзя просто, ну, в моей картине мира, опять-таки, да, нельзя просто его посадить и сказать, да, сейчас я тебе пятки почистим, пошкурим, все будет окей. Будет, конечно, окей, но если не убрать причину происхождения этого ее состояния, то она будет приходить к вам снова и снова. Ну, вроде как бы классно, да, что вы постоянно делаете педикюры, зарабатываете деньги, но, с другой стороны, тогда вы не очень хороший специалист, если вы не пытаетесь докопаться до истины и понять, откуда растут ноги, ну, то есть пятки и трещины. Потому что явно, если есть такая аномальная сухость излишняя, если есть опрелости, и если провести анализ обуви, все становится весьма прозрачно. Вот, к сожалению, корень зла в нашей жизни, как бы это ужасно и страшно не звучало, это все-таки неправильная подобранная обувь. К сожалению, мы просто, мне кажется, на генетическом уровне не умеем эту обувь подобрать, потому что наши родители и наши бабушки носили просто то, что было. Благо, ну, сейчас есть. Я и босоногую обувь выкладываю. Мне, кстати, там прилетало, что вот, вы рекламируете босоногую обувь, а ее ведь нельзя людям с проблемами. Да ясен красен, что ее нельзя людям с проблемами. Но людям с нормальной, здоровой стопой, просто там с какими-то мозолями, которые там, или со сдавленными пальцами, вполне себе можно. Но если ортопедические проблемы есть, конечно, никто вам эту обувь рекомендовать не будет. Я думаю, что это очень понятная история, но давайте внесем какую-то небольшую ясность. В следующий раз, если у меня будет обзор на босоногую, я обязательно об этом еще раз проговорю. В общем, нужно, чтобы вы старались докапываться до вот этой самой причины. Потому что если я сейчас просто ей зачищу ее трещинки, все у нее будет гладенько, все будет хорошо какое-то время, то потом они появятся снова. Не потому что я плохой мастер и как-то неправильно чищу эти трещины, не потому что там неправильная техника или не так подобранный абразив. Нет. Прикол заключается не в этом. Прикол заключается в том, что какая бы офигеть крутая у вас косметика, инструменты не были, у вас ничего не получится, если вы не подумаете о том, почему же клиент пришел вот в эту самую точку, в то состояние, с которым он к вам обратился. А здесь у нас будет не просто узкая обувь в носовой части, но еще достаточно узкая обувь в пяточной части. Надеюсь, она так называется. Ну, короче, вы меня поняли, там где-то сзади. А еще в процессе работы я узнала, что у нее очень интересная профессия. Она работает в общепите за кассой, ну, то есть как общепит, столовая, вот. И смены у них, внимание, по 14 часов. То есть человек 14 часов работает. Вы представляете, какой это титанический труд? Ну, то есть, представляете, да, такая типичная столовая, у которой есть лента раздачи еды, ты проходишь там с подносиком, набираешь то, что тебе нужно, и идешь на кассу. И они там не сказать, чтобы сидят, они очень-очень много ходят. А еще у них там есть правила, ну, такие... Согласно обуви, то есть закрытую какую-то обувь нельзя, у нее какие-то сланцы по типу кроксов, но не кроксы, то есть не оригинальные, и вроде как она работает в носках, но говорит, что есть проблема с отечностью ног, она очень устает от длинных, долгих смен. Конечно, она будет в таком состоянии. Потом она еще запрыгивает в свои ботиночки, которые я покажу, и дальше добивает эту ситуацию. То есть, представьте, 14 часов на ногах и еще в узкую обувь туда же. Сейчас, подождите, сейчас лирическое отступление. Сейчас красиво. Видите, пыль как летит? Это она в фобланк летит, да. Я, кстати, и специальный промокод свой оставлю тоже здесь в описании, но просто если кто-то хочет купить фобланк, я, кстати говоря, никого не заставляю. У меня он там стоит, мне вообще все нравится. Вот, там есть специальное предложение, что можно по моему промокоду получить в подарок макролинзу или дополнительные фильтры. В общем, это все в описании напишу и возвращаемся к нашему разговору. В общем, сотрудница общепита, которая стоит на ногах, эксплуатирует их просто нещадно, много-много-много работает, нечеловеческие смены в 14 часов. Это вот, кстати, всем, кто мне писал, какой кошмар работать, 12-часовой рабочий день, пилить ногти. Люди вон в столовой работают по 14 часов. То есть, вот вообще тут просто аплодировать можно стоя. Я считаю, что очень, такая тяжелая работа. И хочу сказать, что женщина оказалась очень-очень душевной. Если она меня смотрит, я, конечно, передаю ей привет. Это было классно. Мне очень понравилось. Прям, бывает, знаете, такое, это прям душевненько. Это вот было оно. Классно, хотела сказать, посидели, но мы в основном полежали. И поболтали тоже классно. А мы все еще обрабатываем трещины. Как видите, я особо вырезать не стала всю нашу работу. То есть ее было очень-очень много.
И частенько, кстати, вопросы прилетают из серии: а сколько брать за зачистку трещин, брать ли их поштучно или брать их просто как-то вот там скопом. Вопрос, конечно, интересный, но по мне считать трещины, ну это вообще какое-то неблагодарное занятие, то есть как вот это в принципе можно сосчитать. Сколько вот там был трещин, ну непонятно, да, они друг другу заходят, пересекаются, поэтому мое мнение, что есть эстетический педикюр, который делает мастер, который наводит красоту, и есть педикюр, ну, более сложный, можно назвать его подопедикюр или там придумать то название, которое вам нравится. То есть сложная обработка стопы с какими-то проблемами. То есть явно здесь стандартно, как мы обычно работаем дисками с легкой там сухостью пяточек, да, там какой-то небольшой. Здесь явно не справится, поэтому, конечно, это должно стоить других денег, потому что это потребует у вас, во-первых, большего количества времени, потребует от вас большей сноровки, больших знаний, да, то есть прохождение соответствующих курсов, потребует специализированных средств, таких как кератолитики. У всех они могут быть разные, да, не обязательно использовать тот, который я использую, ну, просто я люблю, пшикнула и все готово. Также вам будет необходимо большое количество разных фрез и инструментов. Это нормально использовать разные фрезы. Вот это опять-таки, да, про пододиск мне говорят: вот можно же пододиском раскрыть трещину, почистить. Можно, но это, блин, как надо извернуться, чтобы в такие крохотуличные трещинки залезть бортиком пододиска. Ну, для меня это крайне неинтересное занятие, я предпочитаю просто поменять фрезу. То есть ТВСным шариком раскрыл, все классно, и дальше уже дорабатываем педикюрной капелькой. Вот у меня здесь синенькая, можно брать зелененькую, даже лучше. И также, обратите внимание, я прохожу через нажим, потому что если я ТВС-кой сняла большую часть сухой кожи, то алмазной фрезой я как бы слегка ее зашлифовываю, то есть дорабатываю самые-самые остатки. Это не обязательно должна быть капля педикюрная, можно и пламенем сработать. Ну, во-первых, у меня капля была под рукой, во-вторых, я в педикюре действительно люблю именно такие формы фрез. И я думаю, что многие еще, наверное, в этот момент спросят: а каким аппаратом вы здесь работаете? Другие, которые немногие, они скажут: так это же стронг стандартный. Да, у нас это в одном из кабинетов, там, где у нас класс, у нас стоят стронги. И я в тот день работала вот этой ручкой и думаю: господи, бедолагу пора отправлять на покой, просто правда. Нет, он нормально все пилит, но... Короче, он устал. Скоро ждите обзор аппаратов. Снова лирическое отступление. А вот это в этом месте, да, где я показываю, как залетает. Это люди, которые мне пишут, что у меня фобланк не сосет. Что там он у вас не сосет? Нормально же все сосет. У меня вообще все залетает только так. То есть вообще никаких проблем. Но какой-то объем пыли у вас будет оставаться от любой из вытяжек. Ну, то есть это абсолютно нормально. Вы не найдете ни одной вытяжки, которая засосет 100% и 100%. Так просто, ну, к сожалению, в этом мире не бывает. И также, помимо обзора аппаратов, я планирую сделать обзор разных вытяжек. То есть мы соберем характеристики, и у вас будет возможность прям так полноценненько это оценить. То есть беспристрастно, не делая акцент ни на кого из них, просто посмотрите, какие они бывают, с чем их едят, и каждый для себя сможет выбрать. Потому что штука достаточно дорогая, я прекрасно это понимаю, и нужно серьезно подойти к выбору, наверное, такого устройства для работы. Но здесь, как говорится, дело вкуса все-таки, да. Мы сейчас переходим к другой части нашей работы. После того, как мы попилили радостно пятки, мы переходим вот к этой вот штуковине. В общем, здесь у нее была стержневая мозоль, которая прям болела. Болела она где-то месяца 2 назад у нее. Она приходила к нам точно так же на обработку стержневой мозоли. Ей стержневую мозоль убрали, всем, чем надо, намазали, разгрузку поставили. Но обстоятельства эксплуатации ног не поменялись, и, соответственно, у нас будет что? Повторение. Будет все то же самое на том же месте. То есть в ее жизни происходит что-то, то есть какая-то нагрузка, которая приходится на эту точку, и там все время будет образовываться вот эта вот самая мозоль, что и требовалось доказать. То есть ничего не поменялось, временно это принесло какое-то облегчение, а в итоге мозоль вырастает снова и снова. Значит ли это, что подолог плохой? Нет, не значит. Это значит только то, что, к сожалению, обстоятельства использования ног у нас совсем не поменялись. Можно ли зачищать эту мозоль постоянно?
можно, но как бы будет временно приносить облегчение, и потом все будет повторяться. Что нужно сделать? Нужно зачистить, нужно обязательно заложить туда какую-нибудь регенерирующую мазь, которую мы обязательно сделаем в конце, и нужно убрать причину этого состояния. Я, кстати, люблю стержневые мозоли зачищать с помощью кусачек, моих любимых кутикульных кусачек. Они у меня бедные везде, эти кусачки, им все время достается, но я не могу себя перевоспитать, я правда очень люблю кусачками по коже выполнять ювелирную работу, даже если это мозоли. И также потом можно все легко дошлифовать фрезой, как это сейчас буду делать я, прям буквально уже совсем-совсем скоро. В общем, потихонечку мы подходим к завершению. Ну, как к завершению. Еще пару-тройку минут у нас где-то здесь остается. Сейчас будет нанесение мази. Вы мне напишите в комментариях, что, может быть, здесь осталось, ну, там, непонятно, может, какие-то вопросы есть, да? Ну, кроме там ссылок на инструменты, это я все постараюсь вам оставить, и напишите, как вам вот такое длинное видео. Просто я вот, ну, не смогла отсюда ничего вырезать, потому что считаю, что все части, наверное, этого контента достаточно важные. Единственное, что мы не сделали, это саму обработку кутикулы, но у нас не стояла такой задачи, потому что мы почистили, мы, конечно, все сделали, но тем не менее я сообщила клиентке о том, что ей обязательно надо бы добраться до дерматолога, обязательно разобраться с правильной гигиеной ног, вот именно помыла, просушила, все вытерла, объяснила, что такое эти ее опрелости, чем это чревато. Вот сейчас с помощью, как она называется, микрофон, да, по-моему, это фреза с синим пояском, мы просто сглаживаем. Как видите, вот такая красивая углубленность у нас остается, ну, дырочка такая здесь будет, она со временем затянется, но если нагрузка продолжится, то там просто снова вырастет мозоль. Вот сейчас я ее смочу. Кстати, вот эта жидкость, которой я пользуюсь, это просто банально обычный антисептик Total Des. Мой любимый, которым я работаю достаточно уже давно. И также я для того, чтобы проверить, закончила ли я с мозолью, я вот таким образом пальчиком ее проглаживаю, слегка на нее нажимаю, просто спрашиваю клиента, как он себя при этом чувствует. Так, прям запыхался. Крем, мазь от трещин. У меня она от Podio Farm, и у нас тут старые песни о главном, старая история на тему того, что как же его купить. Podio Farm можно купить только если вы на нем работаете и проходили на него обучение, и также некоторую часть уходовых средств можно приобрести у своего мастера подолога или мастера педикюра, который сложными стопами занимается. То есть у них есть возможности разрешения продавать некоторые из их продуктов, некоторые из продуктов Podio Farm на уход дома. Но просто так купить профессиональную вот эту линейку себе вот просто в пользование у вас не получится. Такая вот политика компании. Но вот эта мазь от трещин, она мне прям очень сильно нравится. Мы с радостью ее используем в работе. И сейчас я ее закладываю на трещинки для того, чтобы кожа могла восстановиться. Тем самым мы организовываем здесь такую небольшую разгрузочку. Потому что, представляете, там было столько кожи, мы ее сейчас счистили, и, конечно, клиентке может стать просто некомфортно, поэтому я ей сообщила, что ей желательно до следующего дня побыть вот такой повязочке. Дырочку от мозольки я тоже заклеила, также туда заложила регенерирующую мазь, которая увлажнит и поможет коже легко восстановиться. Вот так выглядит клиент после работы, вот такой залепленный и заклеенный, но зато ей прям вот хорошо. Лежать на животе, кстати, удобно, там все нормально. А теперь переходим к обуви. Вот они, ботиночки. Здесь я как раз показываю, что у нас чуть-чуть не хватает ширины. То есть должно быть примерно вот так, корявенько, но нарисовал, да? А у нас это выглядит вот так. То есть очевидно, что ширина стопы, которая есть у клиентки, и те ботиночки, в которых она пришла, они, конечно, немножко не соответствуют. Пяточка тоже достаточно узкая, пяточка стоптанная, то есть там тоже все трется, все это преет. Они были там, по-моему, чуть меньшего размера, то есть там сам размер мы с ней не замерили, но там и по носкам было понятно, что узковато, и по обуви. То есть это видно невооруженным глазом. Но такие клиенты все как один говорят, что обувь у них очень удобная. Напишите в комментариях, если есть выжившие, кто досмотрел до конца этого видео, у кого клиенты говорят так же. Ну, а я завершаю сегодняшний ролик финальными носочками. Заметили, да, какой был огромный размер? Это, кстати, мужский. Но зато нигде не давят и ничего не жмут. И такие носки у нас каждому клиенту после педикюра. Пользуйтесь лайфхаком, людям очень сильно нравится, и главное, что свободненько. Ну, у меня все. Пока-пока.